Цепи господства — это новое крупное обновление для World of Warcraft под номером 9.1. Обновление выходит уже завтра, так что контент свежак. Патч не только добавляет в игру новый рейд-контент и мега-подземелья, а также добавляет новые и видоизменяет старые механики, связанные с ковенантами, легендарками, Таргастом и Утробой. Меня зовут Даниил, и вы на канале Котей. Сегодня мы с вами разберем обновление Цепи Господства и постараемся выяснить, насколько оно улучшает геймплей аддона Shadowlands, что в обнове хорошего, а чего не очень. Сразу после слова спонсора. Вы уже в курсе, я являюсь клиентом банка Тинькофф больше полугода. Это мой любимый банк на рынке, который постоянно радует какими-то крупными акциями и предложениями. Например, сейчас у вас есть возможность заказать новую лимитированную дебетовую карту Тинькофф Black с максимально крутым кэшбэком и несколькими уникальными дизайнами от Lazy Square на ваш выбор. Карту доставят к вам уже в ближайшее время совершенно бесплатно, прямо домой. И за это вы получаете до 5% годовых на счет, 1% с любых покупок по карте, до 15% кэшбэка на выбранные категории трат, до 20% при покупке билетов в кино, на концерты и театры через приложение Тинькофф. Кэшбэк приходит не баллами и какими-то фантиками, а настоящими рублями, которые можно снять в банкомате. Наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона в любой банк. Ну и вишенка на торте. Эта карта даст вам 20% кэшбэка на игры в Steam, Origins, Xbox, PS Store и в других магазинах, 15% на Яндекс.Еду и Delivery Club и 10% в App Store, Google Play и Spotify. Предложение очень ограничено, ребятки, успевайте до конца летних распродаж. И если вы оформите карту до 30 июня по моей ссылке в описании, то у вас будет бесплатное обслуживание карты навсегда. Тинькофф позволяет экономить на таких мелочах, как никто другой. Перед разбором обновы мне стоит напомнить вам одну совсем мелочную и крайне незначительную деталь. Это первое крупное обновление за 8, мать его, месяцев. И еще более забавно, что изначально ходили слухи вообще про его выход только осенью. И нет, у нас уже бывали промежуточные патчи с таким разбросом. Стоит вспомнить тот же последний патч Пандарии или в Дреноре такое было. Но чтобы в начале дополнения и почти год без контента, Близы удивили снова. С другой стороны, я все понимаю. Пандемия. Вон на Elder Scrolls Online тоже Blackwood крайне халтурный и пустой вышел. А с другой стороны, в финалке 14 контент мало того, что без задержек, так композитор еще и с раком боролся, но все равно работал над игрой. God damn. That's intense. Другая культура, да. В общем, сроки просто жесть. Особенно на фоне того, что Shadowlands на старте получился далеко не самым сбалансированным и увлекательным аддоном. Он неплохой, вовсе нет, но нуждающимся в доработке. И если бы этот патч вышел спустя 3 месяца, ну все было бы нормально. Но он вышел спустя 8. И небольшой спойлер, именно в этой обнове все довели до ума более-менее. Хотя кое-что при этом умудрились сломать. Давайте начнем с сюжета. Тюремщик захватывает разум молодого короля Андуина Рина с помощью клинка «Королевская скорбь», перекованного Шаламейна. Причем интересный факт, для перековки Шаламейна использовался какой-то фрагмент души, и ходят слухи, что это был фрагмент Артаса Менетила, но полноценно мы увидим Артаса только в следующем патче, да. В общем, темный Андуин под контролем Заваала проникает в Бастион и забирает у Архонта один из 4 ключей, которые открывают некое тайное хранилище. Что в этом хранилище, неизвестно, есть несколько теорий. Первая, там закрыт Войдлорд, который стриггерит вторжение бездны. Второе, там какое-то лютое ультимативное оружие. Ну, классика. И третье, возможно, что там заточена сама Элуна, у которой биполярка, как мы знаем, и ее вольности ничего хорошего не привнесут. Но это только теории, и Близзарды пока держат планку. Однако Заваал мечтает добраться до этого хранилища. Он притягивает остров с хранилищем Кортию с помощью цепей, прямо к утробе, да, и начинает массивное вторжение по всем темным землям. Началась настоящая война за загробный мир. Мне удалось пощупать часть сюжета на ПТР, еще по мелочи, и могу сказать, что да, сюжет неплох. Это уже не решение локальных проблем ковенантов, это уже открытая конфронтация с войсками тюремщика по всем темным землям, хотя, конечно, в основном в Утробе и Кортии. И по сюжету мы не только выступим против Сильваны, но, например, встретимся с Одином, который поможет нам решить проблему ока тюремщика, которая, собственно, и есть пропавший глаз Одина, это довольно интересно. Но, к великому сожалению, компания после этого упирается в дейлики. Не получится пройти прям весь
сюжет залпом, хотя очень бы хотелось, он правда неплох. Конечно, нужно поговорить о самой локации Кортия, и с точки зрения лора и сюжета, эта локация должна быть невероятно интересной, с кучей тайн и всяким таким, но, как я понял, раскрывать эту локацию по-человечески будут исключительно в патче 9.2, потому что в 9.1 Кортия это даже не полноценная локация. Это самый настоящий огрызок от локации, и если сравнивать с локациями теневых земель, то Кортия равна 1/3 от любой локации Shadowlands, и не идет ни в какое сравнение ни с Назжатаром, ни с островом Грома, ни с Тананскими джунглями. Это не локация, это всего лишь маленькое расширение для утробы, где ваша задача делать дейлики. Конечно, в локациях есть рарники, сундуки, но все же это просто маленький клочок с дейликами. Ноль интерактива, хотя из локации можно было сделать что-то действительно интересное. Я говорю это не просто так, потому что Близы доработали ту же утробу. Во-первых, по сюжету нам открывается транспорт в утробе. Спокойно ездить, конечно, все равно не дадут, но это все равно в миллион раз удобнее. Во-вторых, к утробе добавилась одна зона рейдовая, но это пофигу, там делать нечего. Это просто цитадель с вратами в рейд. А вот что интересно, туз утробы по сюжету, конечно, убрали лимиты. После победы над оком тюремщика больше за нами никто не наблюдает, и мы можем фармить утробу хоть до посинения. Это во-первых. Во-вторых, сами по себе задания стали интереснее немного, стали более интерактивными и по сути стали локалками более-менее адекватными, причем групповыми. Конечно, интересным контентом утроба от этого не стала, но стала ли она менее душной? Да. И вы можете в ней торчать сколько надо, а не бегать еженедельно как придурочный. Потому что теперь вы будете ежедневно тусоваться в Кортии. Да, одно лечат, а другое калечит. Тот же самый Таргаст. Я хочу напомнить, что сам по себе Таргаст это спизженный из FF14 Palace of the Dead. В финалке он представляет из себя рогалик на 200 этажей, там есть еще 100 этажей рогалик, не суть, с рандомной генерацией этих самых этажей, где каждый 10-й этаж это босс. С кучей всяких итемов, которые облегчают вам этот многочасовой путь. Если честно, контент дико душный, и игроки Final Fantasy ходят туда тупо, когда нечем заняться или надо быстро твинка прокачать. Ну или челленджа ради, чтобы ЧСВ повысить. Это нормально. Но Близзарды всегда славились тем, что брали какую-то идею, адаптировали и видоизменяли ее, и делали ее интереснее. То же самое случилось и с рогаликом. И на Альфе Таргаст представляет из себя довольно неплохое подобие Паласа с интересной генерацией, он был бесконечный и по сути представлял из себя действительно рогалик, и это было очень круто. Но Близы его в итоге переделали. Тот Таргаст, который мы увидели в 9.0 на релизе, то есть да, душная, скучная хренотень на 2 крыла 8 этажей, где по итогу ваша задача заходить в него раз в неделю на пару часиков, проносить 2 8 этажа и забивать до следующей среды. Это вроде бы и не гринд, если по факту. Это я ворчу по большей части, что это уныло и гриндово. Пара часов в неделю это и правда гриндом-то не назвать. Но Таргаст был унылым по структуре и геймплею. У него исчезла его главная суть, это рогаликовость. Таргаст стал просто скучным недосценарием, и Близы сами не поняли, что из него в итоге сделали. Вернулся ли Таргаст в 9.1 к изначальной концепции? Нет. Стал ли он при этом интереснее? Да. Таргаст допилили. Правда, да, все еще не рогалик, и таковым он уже не станет никогда. Если вам нравится медленно ковырять все и заглядывать под каждый кустик, в Таргасте это всегда было бессмысленно, а это рандомно генерируемый сценарий, как экспедиции в БФА, причем линейные. Но еще раз повторюсь, Близы просто перестали париться и сделали из него более-менее интерактивный и интересный сценарий. Что-то среднее между великими порталами Диаблы и сценариями Пандарии, плюс экспедициями БФА, наверное, вот что-то среднее. Сейчас объясню. Во-первых, к Таргасту добавили еще одно крыло и накинули этажей. Теперь у нас 3 крыла по 12 этажей. Но это очевидно. Легендарок стало больше, кап гирскора повышен, надо брать новые вершины. Это хрен с ним. Но что я заметил, добавили много новых сил анимы. И в принципе стало интереснее и разнообразнее. Если бы столько сил было уже в 9.0, думаю, жалоб на Таргаст было бы чуть поменьше. И насколько я понял, в Альфе Таргаста их было тоже гораздо больше, потом большую их часть отрезали. В общем, сейчас этих сил достаточно, чтобы, ну, хотя бы не заскучать в первый месяц игры. Второе. Теперь у Таргаста есть таймер. И вы такие: таймер, какого хрена? Но, ребята, я полностью понимаю ваше негодование. Я, например, те же ключи просто на дух не перевариваю и вообще почти в них не бегаю. Но в Таргасте, если вы одеты в нормальный гир, то времени будет предостаточно, чтобы в среднем темпе запылесосить все и при этом получить бонус. А пылесосить все надо, потому что убийство врагов, освобождение душ, открытие сундуков и поломка горшков, все это не только добавляет очки, про них чуть-чуть далее, но еще и набивает вашу полоску усиления. Это такая мини-гера, которую можно поддерживать. То есть, если вы набили на нее нужное количество очков, прожали в нужный момент, и если вы дальше продолжите активно и быстро двигаться, то этот баф будет на вас поддерживаться
за какое-то время. И чем дольше вы держите этот баф, тем больше очков вы получаете. И вы спросите, да что за очки-то? Все бонусы прохождения, такие как скорость, время под бафом, процент зачистки, ловушки, все это теперь набивает общий рейтинг. И в конце вы можете получить от 1 до 5 самоцветов, то есть условных звезд. Минус, чтобы пройти выше по этажам, вам надо набить не менее 4 звезд. Плюсы, за эти очки вы получаете новую специальную валюту, которую вы вкидываете в коробку с талантами Таргаста, которая вас усиляет. Да, у Таргаста теперь есть такие таланты, как введение Хнзота в патче 8.3. Но еще один момент, теперь смерть не завершает ваш забег, а просто уменьшает количество звезд в конце. То есть этаж вы пройдете, пепел вы получите в любом случае, хоть весь день там просидите, но этажом выше вы не подниметесь. И еще кое-что. Да, у Таргаста теперь есть аффиксы. Чем выше этаж, тем больше негативных эффектов. И это тоже вносит одновременно и дрочево, и разнообразие. Количество этажей теперь, правда, равно 5, боссы на 3 и 5 этажах. Это, кстати, плюс. И если вы запутались, давайте объясню проще. У Таргаста появились таймер системой очков и таланты, а также новое крыло. И лично мое мнение, вы можете быть с ним не согласны, но это хоть немного делает его интереснее, потому что оригинальный Таргаст настолько унылый, что даже поход туда раз в неделю — это сраная повинность. Теперь это хотя бы чуть-чуть интерактивно. То есть да, вас все еще имеют в задницу, но теперь хотя бы под веселую музыку. Я мастер аналогии, я знаю. Увы, но мы должны принять, что Таргаст уже не станет тем изначальным и интересным рогаликом, но близы от него отказаться не могут. И теперь от него хотя бы не тянет блевать, плюс он стал чуть более сбалансирован. Но да, это опять уклон в сторону киберспорта, мета-дрочева, а не РПГ. Но тут уже нечему удивляться, в современный Warcraft он такой. Недавно крайне жесткий бугурт вызвала тема, связанная с легендарками. Если вы гордый обладатель всех нужных метовых лег на ваш класс и спек, поздравляю, можете засунуть их себе в задницу. Но не слишком глубоко. В новом рейде появилась еще одна новая система, это уже какой-то World of Warcraft System Lens, честное слово. Либо вместо Хозикостаса системы эти нейросеть какая-то выдумывает, либо Хози саботирует игру, но по-другому я уже сказать не могу. Никто об этих новых системах уже давно не просит, но их близы постоянно впихивают. Так вот, в новом рейде будут падать шмотки, но без сет-бонусов, но с сокетами. И в этом же рейде будут падать специальные камушки, 3 видов на каждую роль. Так вот, это будет выглядеть так. Вы идете в рейд, выбиваете шмотку и камушек. Одеваете шмотку, вставляете камушек. Если поместите на себя 3 камня, получите этакий сет-бонус к вашей роли. А теперь самое веселое. Да, эти шмотки будут занимать то самое место, где должны быть ваши легендарки. Изначально система выглядела как то, что вы должны избавиться от легендарок в угоду камням, так как без них рейд комфортно не покрабить, а легендарки перекрафчивать в свободные слоты. И разумеется, начался лютый вайн. Хозикостаса обозвали нехорошим человеком и начали угрожать, что свалят из игры, что если всем придется переделывать эти леги с нуля. Потому что придумать систему, где разбирать ненужные леги обратно на расходники, это надо быть над мозгом. Но да, народ поднял лютое бомбилово, и эту систему слегка упростили. И теперь, если у вас есть ненужная лего, то вы можете просто во время апа перекрафтить ее под другой слот. Предположим, есть у вас 225 плащ, а вам говорят, что он больше не нужен. И вы с лицом грустной лягушки фармите пепел, покупаете расходники за овер до хрена денег, потому что на старте они будут стоить под 50 тысяч голды, не меньше, а то и больше, и делаете из своего 225-го плаща 235-е штаны, предположим. Многие вздохнут с облегчением, но многие все еще вайнят, потому что да, все еще вас имеют в задницу с этими легендарками, но теперь хотя бы с вазелином, и вы можете их не выкидывать, но апать во что-то более актуальное. Это экстренный фикс, который близы, судя по всему, на коленке склепали, чтобы хоть как-то загладить положение. Когда я пишу этот сценарий, этого еще даже на ПТРе нету, насколько я понял, там все еще, по-моему, старая система. И как я уже говорил, но продумать систему, чтобы они спокойно перековывались и разбирались на составные части, этого близы не вводят принципиально. Вы думаете, они до этого изначально не доперли? Черта с два. Они это не сделали умышленно, чтобы снова загнать вас в сраный Таргаст. Плюс они ввели еще целую кучу этих легендарок, и хоть большая часть там достаточно бесполезна, но далеко не все. И многим метадрочерам придется крафтить новые. О господи. Что еще интересного? Да, открыли полеты. И огромный плюс, что репу крабить не надо. Зато надо крабить ковенанты. Количество уровней известности теперь составляет аж 80. И последняя сюжетная глава открывается на 59-м. Так что крабим виклики, данжи, пвп да дейлики. Но зато без репутации, ага. Что до маунтов, то каждый ковенант получит своего. И если ночной народец будет летать на клевом лиса-змее, то некролорды на трупной мухе.
Бззз. Новое мега-подземелье «Тайный рынок Тазавеш», причем в 9.1 будет доступен только эпохальный 0, режим без ключей, и сам данж выглядит довольно здорово. Но про него, я думаю, поговорим отдельно. Ну и, конечно же, новый рейд, в котором мы столкнемся с такими противниками, как Тарагор, Око Тюремщика, Келтузат, мать его, и, конечно, Сильвана Ветрокрылая, которую мы, ну пусть не убьем, но как минимум победим. С нее может выпасть легендарный лук, причем со всех сложностей, даже в ЛФР, но его можно апать в сложностях выше по итем-левелу. А еще в новый рейд добавят немного интересного оружия, вроде меча, который пожирает другое оружие, за счет чего у него растет урон. Ну, чисто фан-сервис, но забавный. Я думаю, по рейду сделаю отдельный видос, ну, по рейду и инсту. Хочется поговорить о всех механиках, о визуале рейда и инста, я думаю, это будет интересно. И небольшой спойлер, в конце нам таки вломит звездюлей тюремщик, да и заберет ключи, дабы открыть это самое тайное хранилище в Кортии. Но еще куча всякой мелочевки, вроде псевдоправок баланса, телепорта к инсту, если вы закроете его ключ на 15, да прочая мелочевка. Если говорить объективно, то в патче есть положительные моменты, конечно, но негативных не меньше. Сделали утробу без лимитов, добавили при этом еще одну зону с дейликами. Сделали Таргас интерактивнее и интереснее, но вас заставляют в него ходить снова, ибо ебала с легендарками, которые, конечно, не крабить с нуля, но апать в другие слоты придется, а это очень дорого по голде. Полеты доступны без репутации, но задрочите ковенант. Новый рейд хорош, но опять нахуевертили системами, которые 100% опять будут дико дисбалансные. И, пожалуй, самая главная моя претензия к этому патчу — это все, что вы сделали за 8 месяцев. Это шутка. Этот патч в идеале должен был выйти спустя 3 месяца после релиза максимум, чтобы еще через 2-3 месяца выкатить уже следующий полноценный адекватный патч. Это не обновление, а какой-то огрызок. Огрызок локации с дейликами и относительное исправление старого контента, который никто убирать не собирается, и вас заставят в него ходить, даже если он вам не нравится. И хрен его знает, чем близы сейчас занимаются, но этот патч — натуральный позор. Это уровень корейских фри-ту-плеек типа Lost Ark. Даже взять сраный Дренор, который на старте был ну очень плох, и спустя 3 месяца вышел патч на гарнизоны, потом еще через 4 месяца выкатили новый рейд. Да, в сумме 7 месяцев, но хотя бы был промежуточный патч. Тут его не было, хотя что Таргас, что Утроба нуждались в полировке грубым напильником. Есть, конечно, мнение, что близы сейчас настолько заняты новым глобальным аддоном уровня Легион, что System Lens им нужен тупо для растягивания хронометража, потому что его контент — это всратая халтура, и они выпустят 9.2 и на этом закончат, как в Дреноре. Правда ли это? Мы узнаем уже в феврале на новом Близконе, где состоится анонс нового дополнения. Но патч 9.1, если вы не играли в Shadowlands, то да, это отличное время, чтобы начать. Теперь контента в аддоне хватает, он стал в разы менее душный, есть чего покрабить, плюс по вам не шибко ударит переделка легендарок. Сразу могу сказать, что аддон неплохой, и играть в него стоит. Но если вы играли в 9.0 и думаете вернуться в 9.1, я даже не знаю. Только, наверное, при условии, что вам ну очень хочется попинать Сильвану. В остальном патч полный проходняк. И половина его фишек должна быть изначально. Я в некотором шоке с близов, честно. Я, конечно, буду играть в этот патч, пойду на Сильвану в героике, ну куда я денусь. Но этот патч был для меня решающим. Но это уже совсем другая история. А если этот ролик был полезен, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй один, а лучше несколько комментариев в поддержку и заглядывай по ссылкам в описании. Жду на стримах, в Дискорде и паблике ВКонтакте. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока.